Данная система очистки оборудована компьютером, который показывает содержание солей во входящей воде и выходящей, степень загрязнения фильтров, значки режима работы. Датчик, сенсор протечки воды. Уже перевел инструкцию с этого китайского непонятного языка на всем понятный. Засветилось табло, заработал насос и полилась вода. Засветилась протечка воды. Такой напор, как из помпы. Литр за 40 секунд. Потребление 0,7 Вт всего лишь. Это как зарядка мобильного телефона. Выходящая чистая вода 0,8 ppm. Показатель реальный 11 ppm. Бокал холодненькой освежающей водички. Друзья, приветствую! Сегодня у меня вот такой вот большой коробок. Долгожданная посылка из Китая с AliExpress. Фильтр обратного осмоса производительностью 600 галлонов в сутки или 70 литров в час. Вскроем коробок и посмотрим, что внутри. Как видим, было вскрыто уже на таможне и перепаковано, что видно по скотчу Укрпошта на данный момент. Коробок весом 12 килограмм. Ехала почтой Нидерландов. Месяц из Китая в Нидерланды. В Нидерландах 15 дней. И из Нидерландов ко мне еще месяц. От вскрытия Укрпошты, хотя нигде товарной лейбы нет о том, что было вскрыто. Таможню прошло без проблем, даже без таможенной пошлины, на которую я рассчитывал, что меня очень порадовало. Так, еще дальше даже было вскрыто, ничего себе. Так, достаем нашу систему очистки. Один коробок, еще один коробок. Все, заодно все вытрусили. Коробочек, фитинг вывалился и какие-то уплотнители. Здесь внутри ничего нету. Ключ и периферия всякая. Шланги для подключения. Вилка, к сожалению, плоская. Ну ничего, сделаем переходник, ничего страшного. Еще какие ножки, по всей видимости, подлетали. Да, подлетали вот ножки резиновые. Ну тоже можно выкрутить и поставить. В общем, что собой представляет данный фильтр? Осмос-фильтр оборудован насосом повышенного давления. Вот он, который обеспечивает нормальную работу системы, а следовательно качество и скорость очистки воды при минимальном давлении в водопроводе или при скачках давления. Бак или буферная емкость для данной системы очистки в домашних условиях не нужен, так как производительность этого фильтра очень высокая, как заявляет производитель, 1,2 литра в минуту. И эта система очистки подойдет не только для использования дома, а также в больницах, школах и лабораториях. Видно, немножко вот погнулась, но это выравнивается, ничего страшного тоже. Данная система очистки оборудована компьютером. Вот самый основной фильтр мембрана 600 галлонов в сутки, который обеспечивает. Замена ее производится один раз в 2 или в 3 года по мере загрязненной воды. Об этом просигнализирует данный компьютер. Посмотрим комплектацию, что здесь, чем комплектуют. Шланги для подключения. Один, второй. Ножки, которые я говорил, прикрутим. Два вида ключей для мембраны. И этот ключ для предварительных фильтров очистки. ФУМ в комплекте. Лапы установочные какие-то. Потом разберемся для чего. Ну и фитинги для подключения. Кран с резьбой 1/2. Внутри прокладочка. И инструкция. Книжечка инструкция на китайском языке. Ничего страшного, немножко посидим, переведем и, думаю, правильно смонтируем. Вот так схематически нарисовано, тут расписано. Я думаю, можно будет разобраться. Не беда. Что еще здесь в коробке? Сам краник. Кран, который непосредственно будет стоять на мойке сбоку. Всем привычный кран для таких фильтров обратного осмоса. Видим, манометр будет показывать уровень давления. Плюс данной модели в том, что нет буферной емкости, которая не только занимает место под мойкой или где вы будете устанавливать, а также которая будет накапливать бактерии. Вода очищается, стекает в буферную емкость, так как производительность очень низкая в системах с буферной емкостью, там 70 галлонов в сутки, то есть она еле-еле течет там, поэтому необходима буферная емкость, которая накапливает воду, из которой мы потом пьем воду. Но в буферной емкости при долгом хранении скапливаются бактерии.
Вот такой вот большой минус в этой буферной емкости. Цена данной установки на момент покупки $370. Это вместе с доставкой. Цена, кстати, этого продавца, который я покупал, лучшая, где я мог найти. Даже на Alibaba цена была дороже, вместе с доставкой обходилась. Блок питания, что мы видим, клапан подачи воды, один, второй. Ну и, собственно, насос. Производительность его можете посмотреть поближе, увеличив. Вес данной посылки было 12 килограмм, но на таможне миновала, по всей видимости, не распечатали, посмотрели, что нет буферной емкости и подумали, наверное, какая-то неполная комплектация и решили, что действительно стоит $42, как заявил продавец. Это стоило того, чтобы подождать 72 дня доставки. Длина провода для питания 1 метр. При необходимости можно будет удлинить. Габаритные размеры: ширина 40 сантиметров, высота 45,5 сантиметров и глубина 20 сантиметров. Собственно, такие вот размеры. Места занимать будет под мойкой очень мало, так как нет буферной емкости. То есть покупкой я очень доволен. И на этикетке написано характеристики, что может этот фильтр. То есть сам фильтр, мембрана, который дает производительность 600 галлонов в сутки. В совокупности с этими всеми фильтрами его производительность выходит всей системы 1,2 литра в минуту. Тогда как система очистки с буферной емкостью, которую зачастую продают у нас, там 75 галлонов в сутки, производительность их 0,19 литров в минуту всего лишь. Представляете? Поэтому нужна буферная емкость, чтобы накопить воду, которую вы пьете. Это неудобно, когда вам нужно набрать на природу, допустим, воду там 20 литров, и не получится вам набрать, потому что буферная емкость, как правило, до 10 литров, ну чуть-чуть бывает больше 15. 20 литров вы никак не наберете, придется ждать, пока она будет покапельно стекать в эту буферную емкость. Здесь же включил и набирай сколько тебе нужно. В чем преимущество данного фильтра? Да, дорого, но оно того стоит. Ну как дорого? Относительно по нашим меркам это, можно сказать, недорого. У нас такие фильтры продают по $600 и выше. Так, друзья, когда я уже перевел инструкцию с этого китайского непонятного языка на всем понятный, вот полностью, теперь стало все на свои места, все понятно, где, что и как. Я вам об этом расскажу. Инструкцию, кстати, я размещу в описании под видео, выложу в свободный доступ, так что кому интересно, переходите и скачивайте совершенно бесплатно. Надеюсь, вы мне за это поставите лайк. Итак, поехали. Вот 3 фильтра. Первый, самый грубой очистки, первый уровень, полипропиленовый фильтрующий элемент PPF 10. Используется сложный высококачественный хлопковый фильтрующий элемент. Предварительно очищает поступающую воду из-под крана, чтобы полностью удалить остаточный осадок, ржавчину, песок, взвешенные твердые частицы и прочие примеси в воде. Срок замены 3-6 месяцев вот для этого фильтра. Первый. Второй фильтр у нас идет, это у нас второй уровень, фильтрующий элемент из гранулированного активированного угля UDF 10. Маркировка так фильтра, картриджа самого. Используется специальный гранулированный активированный уголь для дехлорирования со степенью удаления остаточного хлора более 99%, что эффективно устраняет вред, наносимый хлором человеческому организму и так далее. Срок замены этого фильтра среднего 3-6 месяцев. Третий фильтр предварительной очистки, это у нас 3 фильтра предварительной очистки. Третий фильтр у нас третий уровень, фильтр с прессованным активированным углем STO 10. Более углубленно очищает остаточные крупные твердые примеси, такие как тяжелые и цветные металлы, а также фенол, нефтепродукты и пестициды. Взвешенные твердые частицы, хлороорганические соединения более эффективно защищает мембрану с насосом и продлевает срок службы насосу в мембране. Срок замены этого фильтра 3-6 месяцев. Четвертый уровень у нас идет непосредственно сама мембрана. Вот она. Мембранный фильтрующий фильтр обратного осмоса используется для удаления из воды всех вредных тяжелых металлов и органических веществ, бактерий и вирусов. Вода после очистки этим фильтром становится чистой и имеет сладковатый приятный вкус. И постфильтр, самый последний, уровень 5. Вот он у нас такой маленький, неразборной. Он так и меняется. Угольный фильтрующий элемент T3310. Дополнительно удаляет специфический запах и остаточный хлор, а также добавляет нанотехнологии для улучшения вкуса, подавляя рост бактерий, делая воду более сладкой и вкусной. Срок замены 3-6 месяцев. Вот. Сюда подается на первый фильтр грубой очистки вода из-под крана. Далее, после постфильтра, это выход у нас идет, выход на чистую воду, и перевернем, выход дренажа
сзади с этой стороны. Вот. Также тут мы видим датчик-сенсор протечки воды. То есть так, ложите на пол и будет он лежать. Если появится какая-то влага, закроется входной клапан, вот, электромагнитный. Непосредственно сам насос, блок питания, сливной электромагнитный клапан. Датчики расположены, вот это с микрокомпьютера уходит датчик замерять соли в TDS единицах. Красный это у нас входная вода, уровень TDS показывает. И зеленый у нас находится вот здесь, под постфильтром. Вот зеленый это у нас на чистую воду на выходе. Это датчики, которые уходят с этого компьютерного блока. Такой принцип. Проходит вода грубую очистку. Вот это 3 картриджа. Идет после них на мембрану обратного осмоса, а потом на фильтрующий элемент, последний постфильтр. Также мы имеем на установке манометр, показывает до 1,6 мегапаскаль, это где-то примерно 16 килограмм на сантиметр квадратный. И сам микрокомпьютер, который будет сигнализировать, показывать в процессе работы все необходимую информацию. ТДС, содержание солей во входящей воде и выходящей. Также степень загрязнения фильтров и значки режима работы. Также в инструкции это управление все сказано, как управлять. То есть переходите, скачивайте, читайте, если что-то кому-то я непонятно рассказал. Рассмотрим еще комплектацию, которая еще подробнее. 2 ключа. Один ключ до мембраны. Вот этот ключ для этих 3 колб предварительной очистки. Краник входящий, который на вход подключаемый. Подача воды. 1/2 резьба, 1/2 дюйма. Сюда поставляем шлангочку, которая идет непосредственно на подачу воды в фильтр. Тоненькая трубка у нас выходит на дренаж и на сам краник. Краник поставляется с необходимыми прокладочками, зажимной гайкой, декоративная планочка и штуцер. Вот быстросъемный штуцер, который подсоединяется непосредственно вот так вот сюда. Одели и все. А сюда также вставили трубку до упора. Все, подсоединение готово, не надо ничего закручивать, надежно и быстро, что немаловажно. Чтобы вынять, нужно нажать элемент и вынимается. Без нажатия вы никак не выдернете. Вот нажимаем и вынимаем. Это устанавливать непосредственно на раковину. Также можно установить на стене. Вот, допустим, стол у меня стена. Вот так прикрутили кронштейн этот 3 саморезами. Вот так вот. Снизу поджимаем гайкой. Так устанавливается краник на стене. Единственное, что нет в комплекте, это дренажный хомут, который придется докупить. Он стоит там копейки, где-то $1,5 примерно. Вот такой хомут, который одевается на канализационную трубу. Сюда вставляется дренажная трубка. Есть в любом нормальном сантехническом магазине. В принципе, все у нас есть для сборки. Можно приступать к сборке и испытывать нашу систему. Кран установлю в углу мойки. Для этого размечаю шилом отверстие. В качестве шаблона выступает декоративная накладка, идущая в комплекте. Нахожу центр будущего отверстия и продавливаю шилом центр для сверления. Так сверло сразу начнет сверлить там, где нам нужно, и не будет гулять по поверхности в разные стороны. Просверливаю отверстие сначала небольшим сверлом 5 мм. Устанавливаю в дрель конусное сверло и просверливаю нужное отверстие 12 мм. Если у вас нет конусного сверла, тогда на больших оборотах просверлите обычным сверлом 12 мм. Потом в трубе канализации просверливаем отверстие 6 мм для дренажа. Клеим прокладку, входящую в комплект дренажного хомута. Вставляю сверло в просверленное отверстие для центровки хомута и устанавливаю хомут, зажимая винтами. Далее берем тонкую трубку из комплекта. Прежде чем ее подключить, нужно ровно обрезать край трубки канцелярским ножом. После этого продеваем трубку в просверленное мойке отверстие и легким движением вставляем до упора быстросъемный штуцер постфильтра. Лишнюю трубку отрезаем за подлицо с мойкой. Теперь берем декоративную накладку. Прежде чем установить, снимаем защитную пленку. Сюда ставим резиновые шайбы, большую, потом маленькую. Все это одеваем на резьбовую часть крана. Устанавливаем кран, просверленное отверстие и снизу зажимаем вот этой вот гайкой. Теперь можно подключить выходящую трубку из постфильтра к крану. В одну сторону штуцера вставляем трубку, другая сторона штуцера подключается к крану.
Все, подключение к крану у нас готово. Так же само подключаем дренаж. Вставляем до упора в штуцер трубку, второй конец трубки вставляем в дренажный хомут. Для подключения воды к фильтру вставляю краник, который шел в комплекте, между краном подачи и шлангом подключения основного крана. Вот кран установлен. Теперь откручиваем гайку, одеваем на шланг и вставляем шланг до упора на отвод краника. Трубка фиксируется гайкой, закручивая от руки, без применения ключа. Можно и ключом, но слегка, чтобы не передавить пластиковую трубку. Свободный конец трубки от этого крана подсоединяем на вход фильтра. Так же само вставляем трубку в быстросъемный фитинг. Все готово, система у нас подключена. Но прежде чем проверять систему, нужно промыть входящие фильтры. Для этого перед мембраной отключаем трубку и на ее место вставляем оставшуюся трубку из комплекта. Второй конец которой опускаем в мойку. Это нужно для промывки первых 3 картриджей, предварительной очистки от угольной пыли. Это нормальная процедура, касается для всех фильтров обратного осмоса для защиты мембраны и преждевременного ее засорения. Подал воду на нашу систему, течи проверил, нет на всех соединениях. Теперь нужно включить сеть, чтобы открылся электромагнитный клапан подачи воды для промывки фильтров. Первое включение, оно первое во всех смыслах, как для вас, так и для меня. Посмотрим, что будет происходить. Засветилось табло, заработал насос и полилась вода. Это промываются наши 3 картриджа. Поддержим так минут 5, пока очистятся все фильтры. И когда промыли фильтры, перекрыли мы кран, воду, вынимаем эту трубку, даже не потекла вода, и вставляем к мембрану обратного осмоса. Все, вставлено, система у нас в сборе, запускаем. Все подсоединили, теперь включаем сеть, через ваттметр как раз замерим, какое потребление тока. Потребляет у нас установка 33 ватта, 34 можно сказать. Идет промывка системы, в данный момент сливается в канализацию. Все у нас промыто, включаем краник обратного осмоса, то есть с чистой водой. Потекла вода, включился автоматический насос. Вот собственно наш напор. Такой напор, как из помпы. Когда бутилированную воду набираем и вставляем туда помпу аккумуляторную, и такой самый напор идет. Вот вода на выходе, пожалуй. Это на вход после 3 фильтров этих. До этих фильтров, кстати, показывает 400 ppm единиц. После 3 фильтров 162, 158, как можно видеть. И на выходе 10 ppm. Это шикарнейший результат. Видим, давление показывает у нас чуть больше 0,8 МПА, это где-то 8 килограмм на сантиметр квадратный. Так, 10 ppm, вот даже 9 ppm. Показывает значок, крутится насос. Вот. Ну а теперь посмотрим, что будет, когда закрываем мы краник. Вот, перекрыли. Начинается, хоп, сбросилось давление. Звуки, как воздушная система в автомобиле в грузовом. Значок показывает full, окончено. Класс. Система, я супер-мега доволен. Такие установки ставят в кафе в основном, ну и в больших заведениях пользуются такой водичкой. Вот когда система остановлена, потребление 0,7 ватта всего лишь. Это как зарядка мобильного телефона. Ну и работает у нас, соответственно, микрокомпьютер. Забыл я, кстати, немного про датчик. Сенсор влагозащиты. Нужно размотать и кинуть просто на пол. Вот, положу пока сенсор вот так вниз. Давайте, кстати, проверим, что произойдет, если мы его намочим. Вот я его замкнул мокрым пальцем. Держим. Пока ничего не происходит. Вот. Засветилась у нас значок протечка воды. Отпускаем палец. Нажали мы промывку системы, в нижнюю кнопку прекратилось пищание, идет промывка. Что если еще раз нажать? Все, еще раз нажали, промывка окончена.
установка выключена. Как видим, занимает места очень мало, под стеночкой стоит. Остается тут еще место для всякой домашней требухи под мойкой. Ну и проверим реальную производительность, за какое время наберется вот эта вот литровая чашка. Включаем одновременно секундомер и воду. Все, литр за 40 секунд. Очень классный результат. Ну а теперь произведем замеры. Вот наши показатели. Входящая 160 ppm, выходящая чистая вода 0,8 ppm. Теперь вот чистая водичка. Здесь у меня вот такой вот прибор. Окунаем для проверки в дистиллированную воду. Убеждаемся, что прибор показывает точно. Как видим 0. И окунаем нашу воду очищенную. Видим показатель реальный 11 ppm. Практически одно и то же, что показывает наша установка. То есть классно. Теперь для проверки набираем воду, которая течет в кране. И замеряем. Как видим, вода очень-очень грязная, 316 единиц, 319 даже. А это отсюда вся накипь на кастрюлях и прочей всей посуде. Вот вам и разница. 320 и очищенная водичка уже 14. Ну, 11-14. Вот она уравнивается по температуре. Температура стабилизируется и уравнивается. Класс, результатом доволен. Это нечто. Почему я раньше не установил, я не знаю. Как я без этого жил. Таскал эти постоянные бутыли, покупал, заказываешь, ждешь доставку. То опоздали, то не привезли, то еще что-нибудь. А самому утекать тоже влом бывает. То есть рекомендую, очень рекомендую. Но не рекомендую установки, которые с баками. Те категорически не рекомендую. И теперь я наберу бутылированную водичку и померяем количество ppm нашей бутылированной воды. Это привозная водичка. Включаем наш прибор. Он у нас включен на нуле. Пожалуйста. 24 единицы ppm. Сейчас уравняется температура. Растет. Ну, как видим, 26 ppm единиц. И температура воды, потому что стоит в квартире, 26 градусов. Плюс нашей очищенной воды. Во-первых, она чище, готовить на такой воде просто прелесть. Она всегда будет у вас прохладной. Около 20 градусов, что актуально в очень жаркую погоду, в летнюю погоду, когда в квартире жарище. Сейчас температура стабилизируется. Ну вот видим, температура воды ниже 20 градусов, 19 градусов, что есть классно. Она очень-очень вкусная и освежающая. Мини-производство воды в домашних условиях, питьевой воды, подчеркиваю. Теперь напитки преобразятся мои все, будет что-то нечто. Пожалуйста, 19 градусов, вода, она, наверное, опустится еще ниже. Вот, бокал холодненькой освежающей водички. Еще такая особенность, чем продолжительней фильтруется вода, тем чище она становится. Вот сейчас 0,4 ppm на выходе. Отфильтровалась где-то литров 10, стало 0,4. Плюс в том, что не нужно покупать, как для бутылированных вод, кулер, который будет охлаждать воду. Вода и так всегда холодная, то есть не надо тратиться на кулер, не надо тратиться на доставку воды. Мы платим только за картриджи, ну и за воду там минималка. Вот, собственно, все, о чем я хотел поделиться и рассказать. Ссылочку на установку, конечно же, оставлю в описании. Переходите, смотрите. Проверенный продавец, правда, не общается, но доставляет все как есть. Комплектность соответствует инструкции. Подписывайтесь на канал, кто не подписался еще. Ставим лайки, надеюсь, заслужил. До скорых встреч, всем пока.